Всем привет! Это видео будет особенно полезно тем, кто говорит: не может быть, что все ученые сконспирировались против нас и намеренно врут. Конечно, нет. Большинство ученых бессознательно выстраивают свои модели на лжетеориях. Они просто не проверили фундаментальные основы и исходят из их безошибочности. Как писал Никола Тесла, теория относительности Эйнштейна – это великолепная математическая одежда, которая очаровывает, ослепляет и делает людей слепыми к основным ошибкам. Теория похожа на нищего, одетого в пурпур, которого невежественные люди принимают за короля. Его представители – блестящие люди, но они скорее метафизики, чем ученые. Судите сами, является ли старший научный сотрудник РАН Олег Угольников ученым или метафизиком, то есть философом? Это значит, что если, опять же, вы с кем-то встретитесь, который на весь интернет и на все фотографии шлепнет одну печать с надписью «фейк», на самом деле можно и нужно объяснить все-таки человеку и без фейка, как, собственно, понять, где мы живем и как движемся. То, что снимки обрабатываются, это не фейк, а факт. Никто особо не скрывает, что речь идет об арт-объектах, сгенерированных на компьютере. Нет ни одной сырой, необработанной фотографии Земли целиком из космоса. Снимки являются композитными, то есть отрезки сшиваются вместе. И раз уж у Олега на экране изображение планеты, сразу же напрашивается вопрос: как у ученого в голове может укладываться наличие атмосферного давления рядом с вакуумом без барьера? Это нарушает закон термодинамики. Если убрать перегородку, произойдет расширение газа в вакуум, в результате чего газ займет весь объем сосуда. Это типичный необратимый процесс. Самая большая в мире вакуумная камера Space Power Facility в США – это огромный алюминиевый контейнер, заключенный в бетонный купол. Вопреки отсутствию каких-либо экспериментальных подтверждений, псевдонаука указывает на существование вакуума над нашей атмосферой без какого-либо физического разграничения. Очень весело мне всегда читать комментарии, что вот кто-то поднялся на высоту в 40 километров, сделал оттуда фотографию, и там горизонт совершенно такой же. Вы, конечно, возьмете в рыбий глаз, можете его специально сделать кривым в ту или в другую сторону, но это не будет не иметь никакого отношения к реальности, потому что даже стратосферный зонд, его высота 40 километров, это ничто по сравнению с размерами Земли. На 8-й минуте Олег подходит немного ближе к делу и говорит о том, что с 40 километров высоты нельзя увидеть кривизну. Но далее в видео он будет приводить в пример лодку, уходящую за горизонт, отдаленную на несколько километров, как доказательство изгиба. По-моему, тут нужно определиться. И, кстати, Феликс Баумгартнер как раз прыгал с высоты 40 километров, а даже Олег говорит нам, что никакой кривизны здесь быть не могло. Понятно, что навели марафет. Ну, а вот это уже картинка современная. Я, честно говоря, вот буду читать, я вам покажу, я даже не хочу на нее смотреть, потому что просто страшно. Олег, вы распространяете подставу, ни один из нас не видит мир летящим с ускорением 9,8 метров в секунду. Не ведитесь на вбросы. Если в гугле забить «плоская Земля», то сразу же выпадет общество плоской Земли, которое является тактической фальшивкой, то есть впервые заинтересовавшейся темой, увидев этот бред, сразу же перестанет ее дальше изучать. И это само по себе должно навеять сомнения, почему от нас пытаются что-то скрыть, вбросить фейк. YouTube у себя в официальном блоге пишет, что они не продвигают видео о плоской Земле, то есть нужно знать нормальные источники, и новичку трудно узнать что-то стоящее. Ну и на 14-й минуте Олег наконец-то приводит свой первый аргумент в пользу защиты теории шара. Вам не кажется, что если бы все было так очевидно, как нам преподносят, то сотрудник РАН смог бы доказать форму Земли за 2 минуты, сославшись на какой-нибудь неопровержимый факт. Но нет, растянул на 50 минут и так ничего не докажет ведь. Вы увидите страшную вещь. Когда Солнце заходит за горизонт, его угловые размеры почему-то не меняются. То есть мы от Солнца никуда не удаляемся в это время. Здесь несколько моментов. Во-первых, перспектива. Так же, как тут рельсы сходятся в одну точку на горизонте, и столбы электропередач по мере удаления окажутся все ближе к Земле. Но вы же понимаете, Олег, что тот удаленный столб имеет ту же высоту, что и ближний к нам. Еще можем взять сетку перспективы. Солнце, самолеты, линии электропередач не снижаются, они отдаляются от нас.
Продемонстрирую, как работает визуальная перспектива на примере копейки серебром 1843 года у себя на кухне. Отодвигаю ее по столу в дальний край. Мы видим, как она исчезает наподобие солнца. Вы скажете, что это потому, что стол выше камеры, но я могу полностью приблизить ее обратно в объектив, вплоть до пункта соприкосновения монетки со столом, просто увеличивая фокусное расстояние и угол обзора. Таким образом, монетка никуда не исчезала, а дело в перспективе. И здесь еще не учтена влажность, а если она высокая, то воздух сработал бы как линза, увеличив объект. Но часто бывает и так, что погодные условия позволяют увидеть двигающееся вдаль именно уменьшающееся Солнце. Если бы не было атмосферы, мы бы определенно всегда наблюдали именно уменьшающееся на закате Солнца. Здесь хочу поблагодарить компанию О-Комплекс за поддержку этого видео. Вообще приятно осознавать, что принимаешь продукт бренда, который тоже в теме. Я пью циолит несколько раз в год курсами, просто по инструкции 2 пакетика в воде в день, ну и смотрю за тем, чтобы больше обычного воды пила в целом. Покажу вам отзывы на тему аллергии и высыпаний. Вот девушка пишет, что у нее прошла экзема, а у ее дочери бородавки на пальцах. Вот об этом я, кстати, раньше не слышала. А насчет высыпания соглашусь, я когда пила циолит с целью вывести тяжелые металлы, вдруг заметила, что у меня прошло одно раздражение, хотя я даже не с этой целью циолит пила. Или вот как эта девушка пишет, что жесткий дерматит начал отступать уже через 2 недели. Ну понятно, что тут нужна в целом комплексная чистка организма, но первым шагом на неделе 4-6, чтобы снять воспаление, я бы тоже воспользовалась природным циолитом. Ссылку на О-комплекс вы найдете внизу в описании к видео, а теперь продолжу разбор. Видно, что оно село, а облака остаются освещенными. За счет чего? Олег, то, что вы не изучили или не поняли основ на плоской Земле, не означает, что Земля шар. Это просто означает, что вы преждевременно ввязались в тему, в которой не разобрались. Когда я в свое время для самой себя пыталась опровергнуть плоскую Землю, я 2 года не высказывалась на эту тему, потому что понимала, что мне нужно сесть и просечь основы ее сторонников. То, что Солнце на рассвете или закате не освещает непосредственно Землю под ним, не означает, что какая-то часть пограничного пространства не освещена рассеянным светом. И задам тут встречный вопрос, раз мы заговорили об облаках, почему лучи света падают под таким большим углом? Пользуясь плоскостной тригонометрией, можно вычислить, что расстояние до Солнца, ну уж точно не 150 миллионов километров. Поскольку в теории поклонения Солнцу у него диаметр в 109 раз больше, чем у Земли, и оно типа на бешеном от нас расстоянии, то лучи к нам должны были попадать параллельные. Все чаще и чаще они бывают видны, и прошедшее лето просто изобиловало серебристыми облаками. Ну вот еще одно такое подтверждение того, что, собственно, форма Земли уж как минимум не плоская. Чем выше облака, тем ближе они к Солнцу, и тем скорее до них дойдут остатки света, чем до более отдаленных слоев. Серебристые облака не доказывают ни плоскую Землю, они вообще ничего не доказывают и не являются подтверждением чего-либо. Во время лунных затмений, к сожалению, не столь частых, мы видим, что тень Земли имеет круглую форму. Можно, конечно, возразить, что Земля имеет форму такого плоского блина, этот блин тоже может давать тень в виде диска, на что Аристотель, который, наверное, представлять не нужно, очень хорошо ответил. Я за свою жизнь видел много лунных затмений. Во время какого-то затмения Луна находилась вот там, во время другого затмения Луна находилась здесь, и всякий раз ее тень круглая. Что за тело у нас отбрасывает тень во все стороны круглой формы? Это тело шар. Олег, я немножко стесняюсь за вас. Мне, честно, неудобно объяснять базовые принципы для старшего научного сотрудника. Но, с другой стороны, это хорошо иллюстрирует, как даже самые интеллектуальные профессионалы совершенно не в курсе темы, потому что все свои расчеты они основывают на лжемодели. Давайте возьмем 2 мяча. По представлению Олега, приблизительно такой формы Земля и приблизительно такой формы Луна. Он предполагает, что тень от Земли на Луне имеет круглую форму, но тень, которую бросает шар на другом шаре, будет в виде линии. А если предположить, что Луна плоская, то тень от шара тогда будет иметь круглую форму. И тут не играет роли взять на место Земли мяч или тарелку. Главный вывод – шар на шар не может отбрасывать тень круглой формы. А вот такой тени до сих пор никто не видел.
Ваша шутка тут обернулась против вас же, потому что, как я показывала, шар отбрасывал бы на другой шар именно прямую тень. И отстаньте вы уже от бедных черепах. Я не верю в сказки, а руководствуюсь только фундаментальными законами. В отличие от вас, верующих в то, что вы произошли от обезьяны и висите вверх ногами ниже экватора, по сути, версия Деда Мороза для взрослых. Лунное затмение почему-то происходит в тот момент, когда Солнце и Луна находятся в абсолютно противоположных точках неба. Одновременно вы Солнце и Луну увидеть не сможете, просто потому что еще светло, а Луна слабенькая. Селенелиан происходит, когда на небе одновременно можно наблюдать Луну и Солнце. Правда, тут они сразу написали, что согласно небесной геометрии такое явление невозможно. Да почему невозможно? Все возможно с частичным затмением мозгов. Можно объяснить оптической иллюзией или преломлением атмосферным. Только странно, что рефракцией и миражом объясняют только в пользу своей теории, а когда дело касается того же заката, то влажность воздуха в расчет не принимаем. Селенелиан Олегу будет сниться в кошмарном сне, но есть еще одна интересная деталь. Тень Земли отброшена ровно наоборот. Давайте посмотрим на примере Селенелиана, наблюдаемого из США. Солнце встает, Луна заходит, и затмение происходит сверху вниз. Но тень здесь должна отбрасываться снизу вверх, так как восходящее Солнце все еще освещает верхушку Луны. Но нет, тень перевернута, и это уже не так легко объяснить рефракцией. Тут надо реально полагаться на солнцепоклонение и слепую веру. Каждый раз, как же так же мы видим на корабли на таком большом расстоянии? Во-первых, иногда удается увидеть, что корабль почему-то не целиком над поверхностью воды находится. Такое впечатление, что он тонет, надо немедленно садиться в лодку и бежать его спасать. Но, конечно, эта ситуация не такая. Это, в принципе, уже скругленный горизонт. Это заблуждение и ложное учение, что корабли исчезают за кривизной горизонта. Нужно понимать основы перспективы, конвергенции, точки схода, углового разрешения. И если раньше мы слепо доверяли таким философам, то сейчас достаточно взять в руки камеру с ультразумом, чтобы полностью приблизить в объектив исчезнувший корабль. Я сам один раз видел объект над морским берегом, конечно, сильно его размазанный. Я находился в Краснодарском крае, потом посмотрел на карте. Я видел берег на расстоянии 200 километров от себя. И почему-то после этого не поверил в плоскую землю. Берег на расстоянии 200 километров должен быть скрыт на 3 километра за кривизной Земли по расчетам шара с радиусом 6378 километров. Давайте разберемся, в чем дело. Откуда эти события берутся? Дело в том, что мы с вами окружены атмосферой. Вы серьезно? Рефракция, которая вытаскивает из кривизны 3000 метров? Простите, от сотрудника Российской академии наук я ожидаю не иллюзии, миражи, философские рассуждения, а факты и расчеты. Но рефракция может меняться. И в какой-то момент рефракция горизонта существенно увеличивается, если правильным образом себя ведет воздух. Но, честное слово, вы правда не верите в фундаментальный закон физики? Вода в состоянии покоя принимает горизонтальный уровень. Уровень от слова «ровная», горизонт от слова «горизонтальная». Докажите мне выпуклость океана, и я сразу бесповоротно поверю в вашу теорию. Но ваша доктрина недоказуема, ее нельзя экспериментально продемонстрировать. И я не кричу «верьте мне на слово». Я наоборот говорю «не верьте мне, протестируйте все сами». Теплый воздух, холодный воздух, вода не гнется, она неизменно стремится к одному уровню. 70% поверхности Земли покрыта водой, фундаментальное физическое свойство которой равномерно распределяться по плоской поверхности, а значит Земля – это ровная плоскость. От таких вот изображений меня корежит,
Потому что понимаешь, что под научным прикрытием нам всю жизнь скармливают неестественную ложь. Но, к сожалению, у наших людей не у всех есть знания физики такие глубокие, чтобы объяснить такую штуку. Причин может быть много. Вот, собственно, эта фотография, ну тут я землю скривил специально, чтобы объяснить. Эта фотография сделана на Ладожском озере. Представьте себе, жаркий день, воздух теплый, там температура там, плюс 20, плюс 25, он сносится с берега, а вода холодная. Ладожское озеро не может сильно нагреться. И холодная вода оставляет холодным воздух в каком-то небольшом, ну достаточно несколько, может быть, метров, десятков метров, слоя воздуха над вами. Вот вы и получаете такую картину. Давайте посчитаем по пифагорейской формуле геометрическую дальность берега. Допустим, вы стояли вот здесь, и перед вами было 165 километров воды. Вы говорили 200 километров, поэтому предположу, что речь именно об этом расстоянии, а не о более коротком. Получается, что противоположный берег должен быть спрятан за изгибом Земли на 2000 метров. Вы говорите о рефракции в несколько десятков метров, поэтому даже в самый жаркий день наблюдать противоположный берег Ладожского озера на планете Земля невозможно. Олег разоблачил сам себя незнанием геометрического расчета своей же шарообразной модели. И как вы думаете, почему всем более или менее известна формула, скажем, масса на скорость в квадрате, но никто не учит в школе формуле изгиба Земли, хотя это должна быть одна из самых показательных формул, если не самая показательная? Да потому что Олег, если бы воспользовался этой формулой, сразу и навсегда убедился бы в плоской Земле, не отходя от Ладожского озера. Я прихожу, вижу этот далекий берег, достаточно жарко, необычно жарко. Но я как ученый рассудил, я говорю, я немедленно бросаюсь в воду. Если вода будет теплая, значит Земля плоская. Если вода будет холодная, значит, слава богу, все нормально. Я с разбегу в воду. Это была чуть ли не самая холодная вода за все время, когда я там находился. И, слава богу, физика работает. Вы бы рассудили как ученый, не искупавшись, а скорее применив формулу изгиба, основываясь на расстоянии от одного берега до другого и проанализировав, а может ли теоретический мираж в несколько десятков метров вытащить километры скрытой Земли из-за изгиба. И вы нарушили естественный закон физики воды, согнув ее поверхность в дугу. Поэтому работает у вас не физика, а воображение. Ну и теперь такой детское возражение. Если бы Земля была круглая, мы должны были падать вниз, где бы мы ни находились. Ну, собственно, этот слайд остался из детской версии презентации. Конечно, особых проблем нет. Да-да, мы знаем, что гравитация – это ваша Библия. Сначала ничего не было, и из ничего произошел большой взрыв. И так появилась масса. И масса звездной пыли переродилась в обезьяну, и стала она висеть на грушеобразной форме груди железа, парящей в бесконечном вакууме. И стало так, гравинь. Потом Олег упомянул кругосветное путешествие, день-ночь. Об этом я подробнее рассказывала в предыдущем видео, здесь не хочу повторяться. Затем он ошибочно сказал, что предыдущая полярная звезда была 1000 лет назад. На самом деле это неверно. Звезда северная Тубан занимала место нашей полярной 5000 лет назад. Если вы окажетесь на экваторе, полярная звезда уже практически не будет видна, потому что она будет над горизонтом. А если вы улетите в Австралию, вы увидите созвездие рядом с полярной звездой, вот они будут еле-еле восходить. Они будут крутиться вокруг этой самой полярной звезды, но полярная звезда будет под горизонтом. Видно полярную звезду с южных широт или нет, не отвечает на самый главный вопрос. Если Земля представляет из себя большой шар, крутящийся вокруг еще большего Солнца, несущегося со времен Большого взрыва по галактике, как полярная звезда может неизменно оставаться над Северном полюсе на протяжении 18 тысяч лет? Итак, вращение Земли. Если считать, что Земля вращается с большой скоростью, то есть с периодом в один день, тогда на экваторе скорость движения Земли будет 460 метров в секунду. И вот тоже я слышал сейчас, в 21 веке, возражение: как же так, это же огромная скорость, да вас с ног пошибает, да вы все попадаете, вы все улетите. Ну, вспоминаем школьный курс физики, сносит человека не скорость,
а сносит ускорение. Вы уверяете, что Земля уносит за собой атмосферу с такой идеально равномерной скоростью, что никто и никогда не увидел, не услышал и не измерил эти 460 метров в секунду, объясняя это постоянной скоростью? Но, во-первых, у нас на Земле открытое пространство, а находясь на крыше вашего поезда, вы точно ощутите даже неизменную скорость. Во-вторых, вы привели лишь одну траекторию движения, а их, по вашей теории, еще 3 вокруг Солнца, внутри галактики и скорость расширения Вселенной. И в-третьих, орбитальная скорость Земли по эллипсу вокруг Солнца не является неизменной, по вашей же модели. Земля движется быстрее, ближе к Солнцу. Другими словами, Олег ошибся сразу же 3 раза. Скорость Земли не неизменная, не учтены еще 3 траектории движения. И речь не о закрытом пространстве, а об открытом. А еще раз уж мы говорим про скорости, хотела бы упомянуть высотное струйное течение. Эта зона сильного ветра в верхней тропосфере выглядит хаотично на модели шара. Как вам кажется, на плоской Земле логичнее смотрится? Учитывая, что Луна и Солнце вращаются вдоль высокого струйного течения, и то, что Солнце увеличивает свою скорость именно на дальнем тропике Козерога, такие сильные ветра в тропосфере, по-моему, вполне логичны. Ну а как было доказано вращение Земли вокруг своей оси, что она действительно вращается, это уже все-таки более сложная задача. Древние люди с ней не могли справиться, они могли только предполагать. А доказана она была только в XIX веке с помощью хорошо известного вам маятника Фуко. Если предполагаемое постоянное вращение Земли так или иначе влияет на маятники, то тогда нет необходимости запускать их вручную. Если Земля равномерно вращается, то ее поворот на 360 градусов должен вызвать постоянное круглосуточное движение маятников, и тогда на Земле не останется ни одного бездвижного маятника. Эксперименты Фуко провальные и не доказывают ничего, кроме того, как же оказалось просто запудрить мозги податливым массам. Иногда маятник раскачивается, смещаясь по часовой стрелке, а иногда против. Иногда он не вращается или вращается слишком быстро. Если сложить все скорости из 4 траекторий движения Земли, а именно скорость вращения Земли на экваторе 1670 км в час, орбитальная скорость вокруг Солнца 107 тысяч км в час, скорость нашей Солнечной системы 828 тысяч км в час и скорость расширения Вселенной после предполагаемого большого взрыва 1 миллиард км в час, и умножить на количество часов в году, получим пройденную за год дистанцию нашей Земли 8,7 триллионов километров. И какой-то маятник-пендулум, который зачастую вообще не в ту сторону крутиться начинает в отношении вращения Земли по оси, должен что-то доказать восторженным, доверчивым зрителям. Как же это нелепо. И эта сила, опять же, неправильно это называть физической силой, поскольку это просто эффект вращения, который вошла в литературу под названием силы Кориолиса. Ну да, стартовый набор для живущих на вращающемся шаре был бы неполным без направления слива воды в унитазах. Проблема тут такая же, как с маятниками Фуко, как в северном, так и в южном полушарии. Смыв воды происходит в произвольном направлении. Направление воды зависит от формы резервуара и угла слива, а никак не от предполагаемого вращения Земли. Страшное слово «циклон», который каждый раз мы слышим в прогнозе погоды. Собственно, что заставляет воздух облачный двигаться вокруг, закручиваться? Это то самое дифференциальное вращение Земли, что на разных широтах скорость его разная, и поэтому воздух закручивается. Циклоны, наоборот, скорее объяснимы на плоской Земле, так как на шаре ветер приобрел бы одно направление и увлек облака, и все попавшее под воздействие вращающейся сферы. А в реальной жизни циклоны возникают из-за движения Солнца и Луны, и направление их вращения различается строго в южном и северном полушарии. Если взять этот год, то только 20 марта во время весеннего равноденствия, а до этого эта линия будет сдвинута на юг, после этого на север. Я теперь абсолютно уверен, что вы все знаете и о форме Земли, и о ее движении. Сможете объяснить главное, конечно, детям, потому что то, что сейчас происходит с плоской Землей, почему так вдруг раздуто, это, конечно, момент явно политический, и не на пустом месте это возникло. То есть я считаю, что это просто эксперимент по
оценки возможностей современных интернет-технологий. Да, Олег, теперь мы точно знаем, что Земля плоская, и я рассказываю об этом детям, тем самым прививая интерес к вещам, которые можно доказать и экспериментально подтвердить. И насчет интернет-технологий вы тоже не правы, так как есть множество книг до интернета о плоской Земле. Например, Вильям Карпентер в 1885 году написал свои 100 доказательств того, что Земля не шар, а в 1881 Самюэль Роботом, английский изобретатель, написал зоотетическую астрономию. Карта плоской Земли Глисона тоже с 19 века. А насчет того, почему сейчас миллионы людей начали догадываться о самом большом обмане на Земле, мне кажется, это потому, что нам стали доступны такие камеры, которые могут вытаскивать из изгиба спрятанные объекты. И напоследок хочу прокомментировать новость прошлой недели об экстренной посадке самолета, летевшего из Эмиратов в США. Посадка произошла в аэропорту Пулково. На азимутальной равнопромежуточной проекции, то есть на карте плоской Земли, посадка в Питере не противоречит логике. В отличие от общепринятой карты, где для экстренной посадки нужно было бы конкретно отклониться от курса. Это само по себе ничего не доказывает, но однозначно вписывается в общую картинку, где вода не гнется в соответствии с законами физики, и атмосфера не граничит с вакуумом в соответствии с основами термодинамики. Я полностью уверена в плоской Земле, я живу на плоскости. И кто знает, возможно, лабораторные происки нашего времени имеют цель скосить население до того, как оно пробудится, но их план провалился, мы здесь.